Катастрофический разлив нефти с Балкера Вакашия. Вакашия сел на коралловый риф 25 июля, но утечка нефти началась не сразу. Нефть начала вытекать из него 6 августа, к этому времени власти Маврикии пытались контролировать разлив и минимизировать его последствия. К 10 августа разлилось около 1000 тонн топлива, а количество оставшейся на борту нефти оценивалось как еще 3000 тонн. 10 августа из-за сильного ветра и волн высотой 5 метров работы по очистке были остановлены. Балкер разломался пополам 15 августа, когда внутри еще оставалось 166 тонн топлива. Волны высотой 4,5 метра мешали уборке. После того, как он раскололся, носовая часть была отбуксирована в открытый океан и затоплена 24 августа. Спасательные работы продолжались вокруг кормовой секции, которая осталась на мели. В октябре компания Liaoning Dali Underwater Engineering заключила контракт на спасение оставшейся кормовой части Вакашия, которая все еще находилась на рифе. По версии следователей, проводивших опрос членов экипажа, в момент посадки на мель они праздновали день рождения моряка и подплывали к берегу за сигналом Wi-Fi. Тем не менее, местная полиция опровергла сообщение о том, что Балкер подплыл близко к берегу в поисках сигнала Wi-Fi, заявив, что для поиска телефонного сигнала не требовалось подплывать так близко. Кроме того, судовой оператор Mitsui Oisk Lines заявил, что их флот имеет доступ к бесплатному и неограниченному доступу в интернет. Капитан корабля, 58-летний гражданин Индии по имени Сунил Кумар Нандишвар, и заместитель капитана были арестованы 18 августа по подозрению в халатности при управлении судном. Туризм играет важную роль в экономике Маврикии, на долю которого приходится около 1,78 миллиарда долларов. Greenpeace заявил, что тысячи видов живых существ находятся под угрозой из-за загрязнения, и для Маврикии этот инцидент может закончиться ужасными последствиями для экономики, продовольственной безопасности и здоровья. Индия отправила в страну техническое оборудование и материалы для локализации разлива нефти, а также группу из 10 человек индийской береговой охраны, которые специализируются на локализации разливов нефти. Местные волонтеры объединили усилия, чтобы исправить ситуацию, соорудив тканевые заграждения. Япония направила команду из 6 специалистов для помощи в очистке. Многие мертвые морские млекопитающие были выброшены на местные пляжи в первые дни после разлива, среди погибших были дельфины и киты. 2 сентября 2020 года правительство Маврикии попросило Японию выплатить $34 миллиона США в качестве компенсации за катастрофу. Оператор-фрахтовщик судна Mitsui Oisk Lines пообещал выделить около $9,66 миллиона США. Конференция ООН по торговле и развитию заявила, что утечка рискует иметь разрушительные последствия для экономики, продовольственной безопасности, здравоохранения и туристической индустрии. Группа также напомнила странам о важности международно-правовых документов, таких как Конвенция ООН об ответственности и компенсации. В августе 2020 года Japan P&I, страховая компания Вакашия, назначила 2 компании, а именно Palaika SA и Leflage Depollution, для операций по очистке юго-востока Маврикии. Разлитая нефть была собрана и погружена на баржи для обработки в Порт-Луи. 31 августа произошел несчастный случай со смертельным исходом, когда буксир Сэр Гаэтан Дюваль столкнулся с баржей и впоследствии затонул. 3 из 8 человек экипажа погибли, еще 1 пропал без вести. К началу ноября вся поверхностная нефть была удалена из вод Маврикии, и ожидалось, что восстановление береговой линии будет завершено к началу 2021 года. 14 января 2021 года японский клуб P&I организовал пресс-тур после операции по очистке юго-востока Маврикии. Около 1300 кубометров жидких отходов было перекачано и переработано на нефтеперерабатывающих заводах Virgin Oil Limited и EcoFuel,
а 7900 кубометров твердых отходов было извлечено с береговой линии. Капитан Балкера Вакашия Сунил Кумар Нандишвар был признан виновным в соответствии с законом о торговом судоходстве 2007 года Следственным судом Маврикии и признал, что находился в состоянии умеренного алкогольного опьянения. Дальнейшее расследование показало, что вахтенному офицеру разрешили остаться на вечеринке по случаю дня рождения, а это означало, что он не мог обеспечить безопасное плавание Балкера. Нандишвар публично извинился за свои действия, а первый офицер Хитиханилаги Субхода Джанендра Тилакаратна, который был также осужден, попросил о снисхождении. Судья Ида Духи Рамбарун назвала их действия безответственными, добавив, что они не смогли проследить за своим Балкером и слишком отвлеклись. Ища сигнал Wi-Fi с берега, чтобы позволить экипажу связаться с семьями после того, как они разошлись во время пандемии COVID-19. Они оба признали себя виновными в угрозе безопасности судоходства. Первый офицер Роберт Гианзон Секуя и главный инженер Притам Сингх были освобождены 23 декабря 2021 года. Местная неправительственная организация No to Poverty заявила, что инцидент с разливом нефти на МВ Вакашия был действием, которое ставит под угрозу здоровье, жизнь, имущество и комфорт населения. Президент No to Poverty выразил обеспокоенность тем, что будут предприняты дополнительные усилия для очистки, а негативные экономические последствия разлива нефти, ухудшающего положение с бедностью на острове, игнорируются.